Всем привет! Данное видео я хотела бы посвятить созданию вот такого вот небольшого деревца, сувенира. Деревце называется катальпа с плодами и вот таким вот небольшим мостиком и речкой. Для плетения листиков катальпы я использовала вот такой вот бисер китайский 12 номера, цвет молодой зелени. Далее нам понадобится проволока зеленого цвета 5 диаметра для оси. Основной рабочей проволока будет у нас 0,4 диаметра. И у меня зеленого цвета не было, не нашлось. Я использую 0,3 диаметра серую обычную проволоку для прошивания больших листиков. Всего будет 4 вида листиков. Это большие, средние, ну то есть поубывающие. Такие вот листики. Сейчас я вот нарисовала схемку вам. Можете можете сделать скриншот и потом по ней плести. То есть, смотрите, большой листик будет, на ось мы будем набирать 6 бисеринок и 8 пар дуг. Дальше у нас будет 4 бисеринки на ось, 7 пар дуг. Также 4 бисеринки, 6 пар дуг и 4 бисеринки, 5 пар дуг. И получается вот такие вот листочки прекрасные у нас. Я хочу вам показать принцип плетения большого листка, так как остальные листочки мы их прошивать не будем. В этом нет необходимости. А большой листочек мне пришлось прошить. Вот так сейчас мы с вами и начнем. Для того, чтобы нам прошить и сплести, мы берем проволоку 5 диаметра. Отрезать будем где-то, значит, приблизительно 9-10 сантиметров осевая проволока у нас будет. И на рабочую проволочку мы нанизываем бисеринки. Делаем такую гирляндочку, так. Осевая проволока, рабочая проволока. Осевую проволоку вокруг осевой проволоки обматываем рабочую проволоку таким образом. Закручиваем. Оставляем небольшой кончик. Можем даже примерить, чтобы у нас потом... Лучше пускай ножка побольше останется. Так. Теперь на вот эту вот осевую проволоку мы одеваем 6 бисеринок по нашей схеме. Так. 6 бисеринок. Теперь мы плетем по принципу заостренный верх, округлый низ. То есть сюда у нас будет заостренный верх. Значит, мы проволочку будем по отношению к осевой проволоке укладывать под углом, вот обратите внимание, 45 градусов. Так, заматываем. Так. Здесь у нас будет округлый низ. Здесь мы уже будем класть рабочую проволоку по отношению к осевой под углом 90 градусов. Вот. Так. И так мы проплетаем таким образом 8 пар дуг. Сейчас у меня 6 пар дуг.
Вот, смотрите. Получается, это изнаночная сторона. Это лицевая сторона. Очень важно, чтобы вы проволочку рабочую ориентируйтесь на лицевую сторону. Рабочую проволочку кладете наверх, поверх осевой. А иначе у вас будет шов. То есть, чтобы шов был с изнаночной стороны. Вот шов. Здесь шва нет. Так, это у нас 7-я уже пара дуг. Ну вот, 8 пар дуг, 6 бисеринок на ось. Получается такой листочек. Отрезаем рабочую проволоку, небольшой кусочек. Так, убираем, чтобы нам это не мешало. Угу. Эту проволочку рабочую обматываем вокруг ножки. Вот такой лепесточек получился у нас. Мы его хорошенечко еще выпрямляем, подгибаем, чтобы придать вид листку. Так, и вот этот хвостик, мы его просто назад сейчас загибаем, и все. Вот такой листочек получился. Такой листочек я буду прошивать. Прошивать листочек я буду вот этой вот, как я вам говорила, проволоки. У кого есть зеленая проволока, то может воспользоваться зеленой. 3-го диаметра. Чем тоньше, тем лучше. Так, где-то вот так отрезаем по половиночке. Отрезаем. Складываем пополам. И теперь с лицевой стороны вот эта вот осевая у нас есть сторона. Так. Продеваем проволочку ровно посередине. Делим бисеринки друг от друга по 3 штуки. Уже 6, а там... Так. Спрятали, утопили. Теперь кончики в разные стороны отвели, распрямили. Все, здесь ничего не видать. И теперь в каждую сторону ровно по половиночке методом назад иголкой мы начинаем прошивать. Вот такой листочек у нас получился. Так, вот эти проволочки мы сейчас обрезаем. Чуть-чуть оставляя хвостики. Так. И загнем вовнутрь листка. Получился листочек. Здесь вот он прошитый. Это потом видно не будет так особо. Так, ну, смотрите. У меня для дерева вообще все опять, как я каждый раз говорю, повторяю, все индивидуально. Вот, я пока больших вот листочков наплела 15 штук у меня получилось. В общем, все листочки по 15 штук. Дальше я сейчас буду вам показывать, как собирать веточки. Вот. А там посмотрим, при сборке уже дерева, уже, может быть, нужно будет и подплести определенное количество листиков. Далее, перед сборкой веток, каждый черенок наших листиков мы будем обклеивать, так сказать, обматывать липкой тейп-лентой зеленого цвета.
Вот такой листочек получается. То же самое со всеми остальными нужно делать. Семена катальпы, то есть сами вот эти бананчики, я буду делать, лепить из полимерной глины. Какое количество у меня их получится, я тоже не могу вам пока сказать, потому что вот насколько хватит у меня, вот остатки остались. Я взяла зеленого цвета и коричневого цвета. Значит, будем раскатывать вот в такую колбаску небольшую на проволочке. Сейчас я вам покажу на примере зеленого цвета. Так, зеленый цвет. Кусочек берем, раскатываем небольшой. Так, и берем проволочку 0,4 диаметра я взяла. И вот так вот прям вдоль колбасочки нанизываем нашу полимерную глину. Так. И вместе с проволокой раскатываем в колбасочки длинные такие, так чтобы проволочка была внутри глины. Такая колбасочка у нас получается. Мы немножечко ей такой вид сразу в проволочке придадим, потому что сейчас, если она запечется, мы ее отправим на запекание, эти колбаски, в духовку, и чтобы они сохранили, значит, нашу форму. Приступим к сборке после того, как все листики мы тейп-лентой зеленой обмотали. Когда наши бананчики, семена наши все уже остыли, так сказать, после запекания, мы будем формировать небольшие веточки с вами. В одной небольшой вот этой вот кустистой ветке должно быть приблизительно, ну вот, 5 штук различных размеров листиков. И теперь с помощью тейп-ленты зеленой мы вот данный кустик будем на вот такую вот основу, такой толщины проволочку будем присоединять. Дальше я беру бананы, наши семена. Беру так, один коричневый и 2 зеленых бананчика. Скручиваю их как бы между собой, чтобы они легче их было прикрепить к нашей основной веточке. Так, также прикрепляем с помощью тейп-ленты. Ниже берем еще два, я взяла 2 коричневых. То есть можно здесь смотреть сами, какие где вам больше приглянутся. Где коричневые, где зеленые. Впоследствии мы с вами выпрямим листочки, выгнем так вот. Она же такая как бы. Ну вот, такая вот веточка получается. И так делаем несколько штучек. Далее мы соединяем между собой эти веточки. Такой вот как бы гроздь, не гроздь. Вот такая веточка как бы получается. Далее у меня еще здесь уже заготовлены как бы ветки. Сейчас я вам покажу. Эти веточки мы вот сейчас тоже с помощью, значит, я с помощью темплемп буду собирать. Для сборки катальпы вот такой вид у меня приобрела. Я не доплетала никаких листиков, то есть все 4 вида листиков по 15 штук я уложилась.
Только вот как бы один нюанс, момент я вот опустила, но думаю, все тут понятно будет. Макушку вот вы собираете точно так же из разных размеров листиков в пучок как бы, но без бананчиков. И вот такая вот макушечка получилась. Листочки распределены, бананчиков нет. Бананчики у нас все внизу, семена. Вот. У меня получилось при сборке 5 вот таких веточек, как предыдущая я вам показывала. Крепила я эти веточки, начиная с нашей макушки, на проволоку толстую, вот такого вот диаметра, толстую проволоку, распределяла все хорошенечко, скрепляла малярным скотчем. Вот. А впоследствии, где необходимо, я вот все веточки все-таки флор-лентой зеленой обмотала. Ну, до ствола. Ствол там мы уже будем формировать. Ну, вот такая катальпочка пока у нас получается. Сейчас мы будем заливать ее в форму. Так, подобрав емкость, которая нам понравилась для катальпочки, мы разводим алебастр до такой консистенции, не сильно жидкой, не сильно густой. Так, и аккуратненько все выливаем в формочку. И выбираем то положение, которое нам нравится, с какой стороны деревца больше нам будет смотреться. Так, и опускаем. Так, утапливаем, да? Так, и, наверное, ждем какое-то время, пока она у нас не встанет. После того, как гипс схватился, мы вынимаем из формы, значит, наше деревце. Удобно то, что контейнер пластмассовый, просто на донышко вот так нажали, и у нас деревце освобождается от формы. Вот такое вот оно, значит, получилось. Такое. Шлифовать сейчас мы не будем. Сейчас мы с вами будем делать небольшие возвышенности, чтобы потом впоследствии посадить мостик и ствол. Для работы нам понадобится небольшая емкость с водой, небольшие кусочки марлечки, бинтика, тряпочек каких-либо, какие у вас есть, кисточки и небольшая салфеточка, полотенчик, который вам не жалко. Гипс я буду разводить вот такими небольшими порциями. Гипс должен получиться не жидкий, а густой. И потихоньку начинаем, значит, формировать ствол. Я беру кисточку и прям вот кисточкой буду наносить гипс. Оставляем на некоторое время, пока первый слой гипса на стволе обсохнет. Остался, значит, алебастр, гипс у нас в чашечке. И теперь, пока он совсем у нас не застыл, берем кусочки марлечки, обмакиваем. Сейчас будем формировать горки возвышенности. Разводим еще порцию гипса и еще одним слоем
еще один слой наносим на ствол дерева. После того, как нанесли второй слой, также делаем вторую возвышенность. Нужно сделать так, чтобы были они на одном уровне, холмики ориентировочно. После того, как горки были сформированы, ствол чуть-чуть подсох, нам понадобится мягкая кисточка. Мы ее макаем и промакиваем в полотенчик, салфеточку и немножко как бы будем выглаживать. То же самое я буду делать, но не идеально гладко, а в том месте, где у нас будет речечка. После того, как мы все выровняли, нам понадобится кусочек кордонки. Я вот вырезала из пакетиков пакетированного чая кусочек кордонки, так, чтобы он был, соответствовал как бы размеру нашего будущего мостика. Также разводим густой гипс. И нам еще понадобится кусочек марли небольшой. Мне нужно вот этот кусочек марли полностью пропитать, значит, гипсом. Наверное, то же самое я с ним сделаю. Так. И теперь нашу кордонку я обматываю вот этой вот гипсовой марли нашей. Такая вот штука как бы должна получиться. Примеряем там, где должен быть мост. Мне нужно подложить там, где мост, гипс, чтобы у нас этот мост схватился и приклеился сразу. Так, ставим мост. Надо стараться, чтобы он как бы ровненький был. Ровно стоял. Здесь мы сейчас будем с вами делать ступеньки небольшие. Должно получиться как-то вот так. И когда гипс схватился, мостик у нас подсох, но еще не полностью, то есть гипс сырой. Я взяла шило и вот не знаю, как показать, видно вам, не видно будет. Я буду как бы соскребывать потихонечку, ну, как бы делать имитацию камня.
И вот так выглядит наш мостик. Ступенечки тоже я шилом прокорябала. Получилась вот такая как бы брусчатая поверхность. Сейчас мы будем окрашивать ствол катальпы. Сначала, значит, я начну со ствола. Использовать буду гуашь обычную. Взяла гуашь, развела в палитре вот такой вот болотный цвет. Смешала темно-зеленый и коричневый цвет и добавила сюда клей ПВА. И так полностью окрасили ствол и корни, где считаете нужным будет. Теперь мы разводим другую зеленую гуашь. Вот такой вот у меня другой цвет, также смешанный с клеем ПВА. И теперь окрашиваем площадку. Дальше мы окрасим с вами мостик. Для этого я смешала, значит, клей ПВА также с белой краской и чуть-чуть капнула черную, то есть чуть-чуть серенький, чтобы у нас получился цвет. И окрашиваем мостик. После того, как мостик окрасили, в ту же самую краску я добавила еще немножко черного цвета, чтобы был немножко темнее цвет и чуть-чуть зеленого цвета. Такой получился цвет серо-зеленоватый. И теперь возьмите тонкую кисточку с тонким, значит, краями. И теперь вот эти все наши камушки, как бы брусчатку эту, мы будем прорисовывать этим цветом. Окрасила также место будущей речки. Синюю с белой краской смешала и добавила немного гуаши и точно так же окрасила. Ствол я затерла губкой, обычной кухонной губкой, мокрой, влажной. Так я делала в предыдущих моих видео. Я смачивала ее и стирала слои краски. И получились вот такие вот у меня потертости. Также окрасила краской черной нашу подставку и дно. И после того, как все это у меня просохло, я покрыла акриловым лаком. Для мостика я сделала вот такие вот перилы резные и проделала небольшие отверстия, совпадающие с диаметром перил. И впоследствии эти перила я хочу приклеить, вот так вот сажаю перилки в дырки, в отверстия, посадим вот. И мостик уже приобретает совершенно другой вид. Как я делала это перила, сейчас я вам просто объясню. Выбрав любой узор, какой вам нравится, использовала просто обычную медную проволоку для вот этих вот загогулинок. Загогулинки делала с помощью обычных круглогубцев, то есть берем, отрезаем определенный кусочек проволоки, который вы хотите, и с помощью, значит, этого инструмента закручиваете
такие вот петли, загогульки. Ну, получается различные такие петли. За основу я взяла проволоку большего диаметра, тоже так же изогнула. Ну, то есть рисунок может получиться не обязательно такой вот, как у меня. Вот. Впоследствии брала скотч, обычный бумажный, малярный, и на этот скотч, примеряя, в общем, длину моста, приклеивала детальки будущих перил. Вот. Когда я сформировала перила, детальки склеила между собой обычным клеем секундным. После этого получившиеся перила, они очень хорошо как бы отдираются и склеиваются, заметьте, этим клеем. Краской из баллончика окрасила перила. Перилки у нас приклеены. Приклеила я их вот с помощью такого вот суперклея, быстрый секундный клей. И теперь хочу декорировать речку и бережок. Декорировать я их буду с помощью аквариумного грунта. Этот грунт у меня был как бы соединен вместе. Вот эти синий, голубой, зеленый и коричневый цвет. Они у меня были все вместе. Я их разделила по цветам. И сейчас буду их приклеивать. Сначала я хочу наклеить бережок. Клеить я буду с помощью такого клея титан и наносить его с помощью обычной ватной палочки. Небольшое количество клея я пока буду наносить на края. Также хочу холмики украсить зелеными камушками. И вот так получается пока на данный момент. С этой стороны тоже. Речку я хочу тоже засыпать теми же самыми синенькими камушками. Далее, после того, как все камушками мы обклеили, камушки нам больше не пригодятся. Нам пригодится теперь вот такой вот искусственный наполнитель или мох. Такой вот на этикеточке было у меня написано. Декоративный наполнитель. Он довольно-таки крупный. Я его ножничками очень мелко-мелко, значит, подрезала. И сейчас мы будем с вами приклеивать как бы газон вот на эти пустые места.
Дальше приклеивать буду вот такой вот бисер в форме цветочков на такой вот клей прозрачный, капелька, ну или обычный прозрачный момент можно использовать. Цветочки приклеила. Теперь у нас такая вот поляночка, мостик с перилками, речка. И я немножечко еще все-таки для блеска, что-то мне показалось, что блеска недостаточно, приклеила тот же самый по цвету бисер зеленый, из которого мы плели листики, значит, нашей катальпочки. Так деревце выглядит полный рост, величину, где-то на около, наверное, 35 сантиметров вышину получилось у меня. Особое как бы примечание хочу сделать, то что данное дерево может служить не только как декором, но и как салфетница. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вас ждет еще очень много интересных работ. Комментарии пишите, если есть какие-то вопросы. Всем удачи, всем пока!